Что если я скажу вам, что Дэвид был не единственным андроидом на борту Прометея? Эта идея не просто фанатские теории, хотя и они тоже. Ее почти прямым текстом подтвердил сам Ридли Скотт, бросив загадочную фразу о том, что на корабле может быть два синтета. Если отбросить очевидного кандидата, кто остается? Холодная, расчетливая и отстраненная Мередит Викерс. На первый взгляд это кажется с натяжкой, но если собрать воедино все намеки из фильма, вырезанных сцен и даже промо-материалов, картина складывается удивительная. Начнем с главного – загадочного заявления самого Ридли Скотта. На одной из пресс-конференций еще до выхода фильма его спросили в лоб, есть ли в фильме робот. Ответ был коротким и интригующим, Ридли ответил, возможно, даже два. Официально фильм подтверждает только то, что Дэвид – синтетик. Но остановят ли это фанатские теории? Вопрос риторический. Викерс – следующий главный кандидат. Все остальные члены экипажа, такие как Шоу, Холлоуэй или Капитан Яник, показаны как обычные люди со своими историями и эмоциями. А Викерс, наоборот, всегда остается холодной, отстраненной и полностью поглощена корпоративной стороной миссии. Ее напряженные отношения с отцом Питером Вейландом и с Дэвидом только подчеркивают обособленность. Скотт любит такую двусмысленность. Он сделал то же самое в «Бегущем по лезвию», где до сих пор спорят, был ли Декарт репликантом. Да и вся франшиза «Чужой» часто играла с идеей андроидов, скрывающихся среди людей. С самого начала Прометей показывает нам Дэвида, андроида корпорации Вейланд со странным, спокойным поведением и полным отсутствием эмоций. И поскольку зрителю сразу говорят, что вот, Дэвид синтетик, большинство из нас автоматически считает всех остальных людьми. Но если бы Викерс оказался андроидом, это был бы очень умный ход. Сам факт того, что нам с порога раскрывают природу Дэвида, отвлекает внимание от кого-либо еще. Этот прием очень напоминает первого «Чужого», где зрители до самого конца не догадывались, что Эш — машина. Еще одно доказательство – это закономерность в именах андроидов на протяжении всей саги. В «Чужом» андроида зовут Эш, в «Чужих» и «Чужом 3» – Бишоп, в «Чужом воскрешение» – Кол, а в «Прометее» – Дэвид. Существует четкая алфавитная последовательность A, B, C, D. Затем в «Чужой завет» появляется Уолтер, внезапный скачок к W, что сбивает с толку. Но фанаты, очевидно, уже выдвинули теорию, что если допустить, что Викерс – синтетик, ее имя на букву V идеально встает прямо перед W. Возможно, Ридли Скотт планировал еще 2-3 фильма после «Завета», в которых появились бы андроиды на X, Y, Z, чтобы завершить свой алфавит и свою сагу. Хотя сиквелы отменили, имя Викерс все равно неплохо вписывается в паттерн, добавляя еще один жирный намек. Другой важный момент – сцена, где Викерс физически одолевает Дэвида, прижимая того к стене. Простите, но это конфиденциально. Обычно андроиды во вселенной «Чужого» обладают силой и весом, превосходящими человеческие. Эш, Бишоп, Дэвид, Уолтер – все они демонстрировали безумные физические способности. Например, в «Завете» Дэвид швырнул Дэниелс через всю комнату, будто та была тряпичной куклой. Поэтому тот факт, что Викерс может с такой легкостью оттолкнуть Дэвида, очень странен, и даже сам Дэвид выглядит впечатленным. Можно возразить, что он просто не сопротивлялся, позволяя ей выпустить пар, но все равно ее толчок был достаточно силен, чтобы заставить его отступить. Это еще больше увеличивает вероятность того, что она обладает как минимум такими же способностями. Но, пожалуй, самая важная улика появляется несколько лет спустя в промо-материалах к «Чужой завет». Студия выпустила интерактивный интерфейс бортового компьютера «Мать», которому можно было задавать свои вопросы. И самое интересное, что когда вы спрашиваете «Мать» о дате смерти Мередит Викерс, интерфейс указывает 29 июня 2049 года. И это прямое противоречие, ведь та же Викерс жива в 2093 во время миссии «Прометей». Лично я не думаю, что все это можно списать на ошибку. Создатели фильма довольно щепетильно подходили к выбору даты и таймингу. Это практически прямой намек на то, что настоящая Викерс умерла за десятилетия до миссии, а версия, которую мы видим в фильме, это андроид или репликант, созданный самим Вейландом. Вейланд мог использовать свои безграничные ресурсы, чтобы воссоздать умершую дочь. Сама Викерс, вероятно, даже не знает, что она не человек. Ее личность могла быть сформирована из воспоминаний и характера настоящей Мередит. Идея, что Викерс репликант, кажется довольно вероятной. Во вселенной «Бегущего по лезвию» репликантам часто имплантировали чужие воспоминания, чтобы заставить их поверить в свою человечность. Если Вейланд применил тот же подход, он мог наделить Викерс готовой личностью, основанной на настоящем человеке. И мало кто знает, но франшизы Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» «Чужой» на самом деле происходит в одной вселенной. Или как минимум так предпочитают считать фанаты, ведь вселенные перекликаются пасхалками. В режиссерской версии на экране за спиной Рипли можно увидеть, что капитан Даллас раньше работал на корпорацию Тайрелл из «Бегущего по лезвию». По фанатской теории, после многочисленных восстаний репликантов их
их сняли с производства и заменили более простыми андроидами, как Дэвид или Эш. Вероятно, Вейланд Ютани поглотила Тайрейл, получив доступ к старым запрещенным технологиям. Таким образом, Питер мог использовать эти разработки, чтобы воскресить свою дочь. В комментариях к Прометею Скотт интриговал, отмечая внешнее сходство Викерс и Дэвида, даже называет их своеобразными братом и сестрой. Режиссер открыто признается, что специально подталкивает зрителя к мысли о возможном искусственном происхождении Мередит. Эта версия добавляет Викерс трагизма, а отношения с отцом новой глубины. Вейланд, скорбя о дочери, подсознательно отталкивает ее копию, ведь та никогда не станет настоящим человеком. Не случайно он предпочитает ей Дэвида, безусловно, робота, но более совершенного и лишенного строптивости, которая всегда была присуща Мэри, а та за это его искренне ненавидит. Идем дальше. В фильме Викерс просыпается из криосна раньше всех, в одиночестве. Всем остальным людям требуется помощь при выходе из стазиса, но как Викерс могла сделать это самостоятельно? Даже Дэвид кажется удивленным, ведь именно он занят тем, что будет членов экипажа. Можно списать это на ее высокий ранг, но все равно, если бы та была человеком, она бы, скорее всего, полагалась на помощь Дэвида и, как минимум, была ослабленной. Но если она андроид, ее одиночное пробуждение – тонкий намек на то, что она отличается от остальных. Ее поведение в целом – это тоже еще один фактор. Она холодна и безэмоциональна, в отличие от увлеченных ученых Шоу и Холлоуэя. Мы никогда не видим от нее тепла или сочувствия. Это тоже можно было бы списать на корпоративное воспитание, но можно интерпретировать и как признак андроида, который пытается имитировать человеческие эмоции, но не способен их испытывать сам. Именно поэтому капитан Яник прямо спрашивает у нее, робот ли она. Он в шутку задает этот вопрос, заметив ее скованность, но Викерс реагирует с явным оскорблением, и чтобы доказать обратное, приглашает его к себе в каюту. В удаленной сцене позже она говорит ему, что тот был ужасен в постели. Казалось бы, доказывает человечность, но для репликантов из того же «Бегущего по лезвию», которые неотличимы от людей, интимный контакт ничего не доказывает вообще. Справедливости ради, действительно была сцена с Викерс, проявляющая эмоции, а точнее шок и стресс от того, что она сожгла зараженного Холлоуэя. И эта сцена была вырезана из фильма и оставлена для Blu-ray издания. Скотт всячески убирал из театральной версии любую эмпатию персонажа. Еще одна загадка. Медкапсула в ее каюте, которую еще в начале примечает Шоу. Мередит на это отвечает, что всегда перестраховывается. Но есть нюанс. Капсула откалибрована исключительно для мужчин, отвечая ошибками на запрос биологически исключительно женских операций. Зачем Викерс, так озабоченный своей безопасностью, устанавливать в автономном модуле оборудование, которое не сможет ее лечить? Фанатское объяснение: капсула предназначалась для Питера Вейланда, который тайно летел на борту. Но фильм представляет медкапсулу как ее личную вещь. И если же она андроид, все становится на свои места, ей просто не нужна капсула для людей, потому что для ремонта синтетов требуется совсем другое оборудование. А вот капсула для спасения своего владельца, создателя, называйте как хотите, вполне пригодится. Опосредованным аргументом в пользу теории о репликанте является отчаянное желание Питера Вейланда продлить свою жизнь. Очевидно, в основе лежит экзистенциальный страх, но у него, похоже, нет и биологических потомков. Дэвид – андроид, в фильме выясняется, что Шоу бесплодно, что намекает на демографический кризис на Земле, а его настоящая дочь, возможно, умерла еще в 2049-м. Не имея наследника, Вейланд создает репликант-версию дочери, чтобы сохранить подобие наследия. И поскольку не может продолжить свой род, отчаянно пытается продлить свою жизнь. Эта идея перекликается с темой самих инженеров, которые, по-видимому, тоже потеряли способность к размножению, поэтому экспериментировали с черной жидкостью. Вейланд, как и они, обращается к науке, чтобы обмануть естественный ход вещей. Если Викерс репликант и не знает об этом, это объясняет, почему Вейланд ее ненавидит. Он знает, что она не настоящая, презирает ее за это, и отчаянно хочет, чтобы ее считали законной наследницей, но ее постоянно затмевает Дэвид, создание которое открыто признано искусственным. Сценарист Дэймон Линделоф в одном из интервью сказал о Викерс: «Очень важно понимать, что в этой женщине есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Думаю, во всех фильмах «Чужой» много внимания уделяется идее, знают ли люди, что среди них есть робот. И очевидно, поскольку Викерс чем-то похожа на Дэвида, разве кто-нибудь не спросил бы ее в какой-то момент, не робот ли она сама?» Хотя прямо он не подтверждает теорию, он дает понять, что двусмысленность была намеренной. Учитывая, сколько раз переписывался сценарий, вполне может быть, что изначально она даже и задумывалась как синтет. Конечно же, в этой теории есть и контраргументы. Ее сила, Дэвид мог просто поддаться. Ранний выход из криосна, привилегия начальства, медкапсула для отца, дата смерти в 2049-м, ошибка в промо-материалах и редкон, безэмоциональность, попытка подражать синтетику, которым так восхищается ее отец. Но если сложить все воедино, особенно слова Скотта и данные из бортового компьютера, сомнений почти не остается. Если Викерс синтет, ее финальная сцена, где она бежит от катящегося корабля Джаггернаут, становится особенно трагичной.
трагичный. Конец существа, созданного для сохранения наследия, но обреченного погибнуть вот так быстро, как любой человек. И да, я знаю, что многие считают сцену верхом глупости, но настоящие психологи подтвердили, что большинство людей в такой ситуации поступило бы точно так же, просто бежало по прямой, это неконтролируемый человеческий инстинкт. Фильм в итоге так и не дает прямого ответа, оставляя нам с вами простор для догадок. Но лично я убежден, что Виккерс, репликант, это как минимум интереснее. А что думаете вы? Спасибо за просмотр, больше интересного у меня в Телеграм, ссылка в описании закрепе. Если видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы точно не пропустить следующий разбор или теорию. И до встречи в новом выпуске. Пока.